Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что найдешь, а что потеряешь. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, что происходит у вас в жизни. Как-то, знаете, вот я бы сказала, что последний ваш жизненный этап, может быть, у кого-то это последние месяцы, у кого-то даже последние годы, да. Вот, ну, настолько непростая жизнь, как-то увеличилось количество ссор каких-то, да, количество обмана, количество, знаете, вот как будто противоборство какое-то. Может проигрываться ситуация, что вы за что-то боретесь, что-то отстаиваете в своей жизни, да. Кто-то, может быть, борется там за детей, чтобы с детьми видеться, кто-то борется, я не знаю, там за имущество, еще что-то. Ну, то есть, как будто, вы знаете, вот один против толпы или один против там многих людей. Ну, как-то вот у вас такое вот противоборство очень четко проигрывается. Вы человек очень активный. Человек, который, знаете, очень такой вот, ну, довольно уверенный в себе. Вы уверенный, причем, может быть, даже в какой-то степени, наверное, чрезмерно уверенный. Вы довольно такой вот, знаете, человек, который, ну, человек слова, я, наверное, бы назвала. Вы стараетесь обычно то, что сказали, то и делаете. Ну, знаете, есть выражение «мужик сказал, мужик сделал». Детей вы любите, да, вот даже если нет у вас детей, то вам бы хотелось. Ну, то, что вранья, конечно, у вас было по жизни очень и очень много, вы уже как-то с этим, я думаю, свыклись, вы уже его на раз-два просто видите, это вранье, вы хорошо читаете людей. Так, что еще у нас? Какой же вы у нас товарищ? Знаете, вот из вашей жизни, вот я бы хотела что отметить, очень четко идет, уходит одиночество. Вот если сейчас, да, вот в начале расклада я смотрю, вот последний период, может быть, у вас, но личная жизнь как-то не клеилась. Так вот, именно вы теряете одиночество. Это очень хороший знак, это очень хорошее известие для вас, я думаю. У вас на пороге идет новая любовь, новые отношения. Причем это будут такие вот бурные отношения, когда вот эмоции просто захлестывают. Вот как, знаете, по молодости так бывает. К сожалению, некоторые люди бывают и за всю жизнь не могут познать такие вот бурные эмоции, какие-то вот эти все страсти, влюбленность. У вас же это обязательно случится, у вас уже на пороге, да, вот вы находите любовь, вы находите новую любовь, новые отношения, и вы теряете одиночество. Причем, я вам скажу, вот очень четко просматривается, да, вот по дальнейшим картам, очень четко просматривается, что поначалу, вот когда вы знакомитесь с этой женщиной, да, вот с которой у вас будут отношения, вот будут какие-то сомнения, какие-то вот колебания, да, вот у вас, я смотрю, ну почему-то, ну вот одно и то же да падает, ну довольно часто в раскладах, ну я думаю, наверное, это связано с тем, что все-таки мой канал смотрят большинство свободных мужчин, разведенных, да, с психотравмами, то я думаю, потому очень часто и выходит одинаковая информация, что очень много страхов, да, очень много страхов, сомнений, недоверий. Причем вот как-то вы знаете, женщина вам и понравится, но вы будете осторожно так как-то, осторожно сближаться с ней. Так, давайте-ка посмотрим, что же за женщина это будет. Какую женщину вы найдете, да? Так, ну супер, любовь будет, все у вас будет, ребят. Смотрите, это будет женщина, она активная, она будет очень активная, она сексуальная, страстная, она проигрывается, знаете, вот такая,
Очень любвеобильная, я бы сказала, наверное. Она будет блондинка, скорее всего, очень волевая. Она тоже, ну, довольно сильная личность. Я не могу сказать, что она какая-то там размазня, серая мышка. Нет. Она, если нужно будет, она и дракона приручит. Женщина, которая, вот знаете, с ней можно поговорить о чем угодно. Вот настолько она вот как-то близкий человек вам будет, близкий, комфортный, да. Но опять же повторяю, это будет постепенно, потому что в начале, да, у нас идут страхи, сомнения. Вот будет такое у вас своего рода сближение, но очень осторожно, очень постепенно это будет сближение. Да, вот видите, вы себя даже, может быть, в чем-то будете сдерживать, в каких-то своих проявлениях. Хотя она будет вам очень сильно нравиться. Эта женщина настолько вот уверенная в себе, она самодостаточная, можете быть спокойны, она не будет ни за какими деньгами, квартирами охотиться, у нее, в общем-то, все есть. Она относится к тем женщинам, которым оглядываются на улице, да, вот вслед оглядываются. Она довольно привлекательна, она умеет, вот знаете, вот когда женщина идет и такой вот как пава плывет, вот такой походкой, очень такая уверенная в себе, очень классная, ну, глаз горит, когда смотришь на нее. Причем, знаете, вот может быть такая ситуация, что вы какое-то время, да, будете не так сильно вот проявлять инициативу. Может быть, это будут поначалу больше какие-то переписки, созвоны, больше дружеское общение поначалу, и делаю акцент. Но потом все-таки вот как-то, знаете, она то ли вас своим поведением, то ли вот манерой общения, да, вы же будете общаться о жизни, о том, о сём разговаривать. И как-то вот вы знаете, как будто прозреете в какой-то момент. Вы примете решение, что да ну сколько можно играться как дети, да, ну приблизительно так. И вы тогда уже начнете больше атаковать. Вы как-то вот пообщаетесь сначала, но больше по-дружески, я бы сказала. Потом уже, когда вы будете ее узнавать лучше, да, вот она откроется вам просто с новой стороны, как-то вот новыми гранями своими, да, она будет вас удивлять, причем удивлять именно, знаете, вот как женщина. Вот она вам понравится как настоящая женщина, потому что, ну, далеко не все женщины, ну, которые таковыми являются, да, их можно назвать женщинами, да, если это там вредные привычки какие-то, недостойное поведение, матерные слова и все такое, да, ну как бы это совершенно не по-женски. Эта женщина будет вас покорять вот именно какой-то своей, знаете, женственностью, таинственностью, может быть даже в чем-то какая-то загадочность, да. Причем она будет, знаете, она будет играть с вами поначалу, вот играть в том смысле, ну в хорошем смысле играть, не пугайтесь. Она будет интриговать вас. Кстати, открою вам секрет, мальчики, что многие женщины, ну, которые более-менее умные, начитанные, да, тем более, если они дружат с психологией, очень часто, ну, знаете, мужчин, ну, интригуют, я бы сказала. Они что-то такое делают специально, либо говорят, чтобы мужчину заинтриговать. И таким образом они вас подсаживают на себя. Да, можно ведь сказать одну такую фразу. Я не буду говорить какую, пусть это останется нашим женским секретом. Но можно что-то такое сказать либо сделать, и это будет очень большая интрига, и вы начнете постоянно думать, но это уже на уровне физиологии, психологии, да, вот кто знает, может быть, что интрига, она очень сильно цепляет. Когда вы интригуете человека, человек может так подсесть, думать о вас постоянно, не есть, не спать, а думать, что же вы имели в виду, что же вы хотите, и что у вас на уме и так далее. То есть она будет вот вас по-доброму как-то интриговать, да, вот завораживать. И чем больше вот вы будете думать о ней, да, благодаря интриге, тем больше вы будете посаживаться на нее. Это такая, ну, маленькая вот женская штучка, манипуляция. Хотя и мужчины некоторые, которые интересуются психологией, они тоже, в общем-то, бывают манипуляторами, тоже интригуют. Но это те, кто умеют. Так, поехали дальше. Что будет дальше? Такие вот, знаете, вот стабильные отношения, полные гармонии. Вот как-то вот гармония абсолютная будет.
Так, что еще? Какие же у вас будут отношения, да? Вот, знаете, она настолько будет вот интересная, что вы даже порой будете вот как будто в тупике, ну, чем ее удивить? Что же такое для нее сделать, да, чтобы какой-то вот сюрприз был? Она вот такая вот самодостаточная, она вроде бы все повидала, у нее много чего есть, да, ну, с общения вы это узнаете, да, что она уже многое знает, многое видела, много где была. То есть удивить ее довольно сложно. И у вас будет такая дилемма, ну что же такое сделать, да, вот, потому что вы постепенно будете вот подсаживаться на ее шарм, очарование, да, на ее какую-то особую вот женственность. Потому что, ну, женственность ее не сыграешь. Невозможно притвориться женственной, да, вот какая-то сексуальность, женственность, такая вот манящая женщина, манящий взгляд. Но это невозможно сыграть. Это на уровне каких-то вот энергий, флюидов чувствуется. И вот эта женщина как раз будет вас манить вот именно своим таким вот общим шармом, энергетикой, поведением, да, плюс ее вот эта интрига небольшая. Ну, то есть интересное у вас будущее, ребята, ждет. Да, вот вы постоянно будете пребывать, знаете, в таких вот каких-то, я даже не знаю, каким вот словом сказать, вот таких состояниях будете, что я не знаю, как дальше быть, а что же мне такое учудить, да, а чем ее порадовать, да, а что мне сделать, чтобы она во мне не разочаровалась, да, вы будете очень бояться ее потерять, потому что, в принципе, это будет женщина судьбоносная, да, у нас колесо фортуны выпало, вы будете стоять у нее как на защитник, да, вот на страже от других мужчин, вы будете безумно ее ревновать. Хотя, в общем-то, это в крови у любого мужчины. Ревность именно, да, вот собственничество, вот эти вот инстинкты ваши. То есть это нормальное явление. Так, ну, страстей, конечно, выше крыши. Причем женщина очень темпераментная, я вам скажу. Женщина коммуникабельная, она будет вас вытаскивать на какие-то вот посиделки. Это может быть какое-то, знаете, вот дружеское общение, может быть, с семьями дружить, с друзьями, допустим, там где-то сидеть в компании. Но такая она очень огненная, очень активная женщина. Она совсем не будет такая вот прям белая, пушистая, домашняя. Просто сидеть дома и борщи варить, но это будет просто скучно для такого типа женщин. Поэтому вас ждет очень такая женщина-зажигалка, женщина-загадка, очень манящая такая, очень уверенная в себе. И главное, что она судьбоносная. Да, ну страхов, конечно, у вас выше крыши. Вы настолько будете бояться один остаться без нее, чтобы не потерять. Настолько вот, то ли неуверенность у вас еще есть, знаете, вот в своих силах каких-то. Может быть, вот это с прошлых ваших отношений, вот эта травма еще идет. Как я уже когда-то говорила в своих видео, да, что психотравма, она может и до конца жизни быть, вот эти сомнения, какие-то опасения, неуверенность в себе, да, ну, то есть это довольно такая сложная проблема, и не все могут с ней справиться. Поэтому вы будете, знаете, вот даже некоторые, вот мне идет информация, что некоторые будете даже смотреть какие-то то ли видео, то ли, может, читать где-то, ну, то есть какие-то вот, может, психологические штучки тоже будете изучать, как удержать женщину, да, как удивить женщину. Ну, то есть вы где-то будете черпать информацию именно вот как сделать женщину счастливой рядом с собой, ну, что-то такое приблизительно, да, вот вы будете как будто обучаться каким-то новым штучкам, чтобы только она была с вами, потому что вот в результате вы поймете, что та женщина, о которой вы мечтали. Хотя поначалу вы будете побаиваться, как я и сказала, да. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!